Они высечены из сухожилий, объема легких и жажды погони. В их глазах нет покорности служебной собаки. В них отражается только цель. Это живые стрелы Востока. Аборигенные борзые. Там, где заканчивается асфальт и начинаются бескрайние степи и пески Азии, правило диктует горизонт. Если аборигенные волкодавы, о которых мы говорили раньше, это тяжелые собаки-щиты, держащие оборону, то борзая — это совершенно иное оружие. Их не ставят в дозор. Их спускают с поводка. И как только такая собака срывается с места, человек уже ничем не может ей помочь. Дальше все решает только ее скорость, зрение и первобытный инстинкт. Охота с аборигенной борзой в корне отличается от привычной работы с гончими или легавыми. Здесь не нужны ружья. И здесь не распутывают невидимый след часами, уткнувшись носом в землю. Это принципиально иная, зрячая охота. Главный инструмент этих собак — глаза. Благодаря особой аэродинамичной и вытянутой форме черепа их угол обзора достигает 270 градусов. Они сканируют горизонт, как радары. Заметили малейшее движение — следует взрывной рывок. С этой секунды начинается чистая кинетика. На предельной скорости борзая должна рассчитать траекторию, учесть рельеф и перехватить добычу на ходу. Это математика, умноженная на адреналин. Пульс взлетает до предела. Борзая буквально летит над землей, в точности повторяя каждый маневр, каждый изгиб уходящего зайца, лисы или копытного. Ошибся на вираже — потерял зверя. Это честный, дикий поединок, 1 на 1. Поединок, где человек остается далеко позади. Горы Тянь-Шаня. Небесные горы. Ледяной ветер, отвесные обрывы и жестокий дефицит кислорода на высоте 3000 метров. Здесь не выживают слабые. Здесь, среди камня и снега, несет свою вахту кыргызский тайган. Веками тайган был для кыргыза больше, чем просто помощником. В голодные зимы он спасал целые семьи. Это гордость. Это национальное достояние, которое запрещено вывозить из страны без специального разрешения. Классическая борзая — житель равнин. Тайган ломает этот закон. Это собака-скалолаз. Там, где чужак задыхается от горной болезни, тайган только ловит ритм. Секрет кроется в анатомии. У него колоссальный объем легких, грудь широкая, а костяк куда мощнее, чем у степных собратьев. Посмотрите на его шерсть. Это не выставочный шелк. Она густая, жесткая и напоминает грубое руно. На ушах и лапах длинные защитные очесы. Это непробиваемый природный термокостюм. Броня от пронизывающего мороза и острых колючек. Тайган способен гнать архара по таким осыпям, где не сделает шага ни лошадь, ни человек. Но высший пилотаж — это совместная охота с беркутом. Огромная птица бьет зверя с неба. Тайган перехватывает его на земле. Два хищника, небо и горы, работают как единый безотказный механизм. Шансов уйти у добычи просто нет. В этих горах не верят в случайности. Кыргызы берегут древнюю легенду о Кумаике, мифическом псе, который вылупился из яйца гигантского горного грифа. Старые охотники знают, в жилах каждого тайгана течет кровь той самой птицы. И глядя на то, как эта собака берет высоту, в это легко поверить. Тайган не бежит по скалам, он над ними летит. Здесь нет укрытий, нет спасительных теней или каменных лабиринтов. Здесь пространство диктует свои безжалостные законы. Великая степь. Здесь выживает только тот, кто умеет растворяться в ветре. Казахская тазы. Справедливости ради, эти борзые — наследие всей Центральной Азии. Их знают и ценят и узбеки, и туркмены. Но именно в культуре казахов эта собака стала чем-то гораздо большим, чем просто охотник. Ислам строг к собакам. Традиция считает их животными нечистыми, им закрыт вход в жилище. Но Великая степь сделала для тазы исключение. Эту борзую пускали в юрту. Ей отводили лучшее место на теплых кошмах. Ее кормили из отдельной посуды, а на охоту часто везли на лошади, чтобы она не стерла лапы до начала гона. Почему такие почести? Потому что тазы — это гарант выживания.
В суровые зимы, когда падеж уносил скот, одна рабочая тазы кормила весь аул. Ее стихия — маневренность. Анатомия тазы безупречна. Глубокая грудь, сухие мышцы, изящные очесы на ушах. На прямом рывке она выдает больше 60 км в час. Но ее главная суперсила — поимистость. Тазы умеет делать резкие виражи, не сбавляя скорости. Она до миллиметра повторяет зигзаги зайца или лисы. Это танец на пределе пульса, где каждое движение выверено до доли секунды. В степи всегда знали цену этой породе. Существовал негласный закон. За выдающуюся рабочую тазы отдавали колым в 47 лошадей. 47 коней за одну собаку. Старики в аулах говорят: тазы — это не собака. Это птица без крыльев. И когда ты видишь, как она отрывается от земли в погоне за зверем, понимаешь, что в этих словах нет ни капли преувеличения. Здесь, за перевалами Афганистана, природа не прощает слабости. Это мир острых камней, палящего зноя и пронизывающего холода. Место, где выживают только самые упрямые. Именно здесь, среди этой суровой геометрии скал, несет свою службу афганский Бахмуль. В комментариях наверняка напишут: да это же обычная афганская борзая. Отчасти да, они прямые родственники. Но разница между ними — пропасть. Выставочный афганец с шерстью до самой земли — это декоративный плод европейской селекции. Бахмуль — это суровый оригинал. Слово «бахмуль» переводится как «бархат». Шерсть у него действительно светлая и шелковистая, но она никогда не мешает ему в работе. Под этим бархатом скрывается сталь. Посмотрите на лапы. Они заметно шире, чем у степных борзых. Это природные амортизаторы для прыжков по бритвенно-острым камням Гиндукуша. Бахмуль — это горный вездеход. С ним ходили на козла и выходили один на один со снежным барсом. Его главное оружие — интеллект. Бахмуль не бежит слепо за добычей, он думает наперед, анализирует рельеф, срезает углы и идет на перехват. Гордые племена Афганистана хранят древнюю легенду. Говорят, что когда Ной спасал мир от потопа, его ковчег дал течь. Именно Бахмуль спас всех, заткнув пробоину своим носом. И с тех пор нос у этой борзой всегда остается абсолютно черным и холодным, как камни ущелий, в которых она родилась. Мы оставляем горы и уходим на юг, туда, где миражи сводят с ума, а безжалостное солнце раскаляет камни. От Египта до Ирана, от Сирии до Йемена. Здесь нет воды и нет пощады. Выжить в этом пекле — искусство, и им в совершенстве владеет салюки. Тысячелетиями кочевые племена шли через эти территории, не зная границ. Поэтому салюки — это достояние не одной страны, а всего огромного региона. Это живая история. Одна из самых древних собак на планете. Их точеные профили выбиты на египетских фресках. Анатомия салюки — результат экстремального давления пустыни. Тончайшая кожа, отсутствие жира и уникальное строение лап. Пальцы длинные, а между ними растет жесткая шерсть. Собака не вязнет в раскаленном песке даже на бешеной скорости. Из-за огромной географии внутри породы появились отличия. На севере, ближе к Ирану, собаки часто крупнее, а их уши и хвост украшает длинная шерсть. Но на самом жарком юге Аравии салюки абсолютно гладкие. В этом пекле ни один лишний волос не должен мешать выживанию. Для бедуина это больше, чем животное. Ее не называют обычным словом кельб – собака. Ее зовут эль-хор – благородная. Салюки нельзя купить или продать. Это харам. Ее можно только подарить в знак высочайшего уважения. Этих собак берегли. Часто на охоту салюки ехала верхом на верблюде вместе со своим хозяином. Так она экономила силы и не обжигала лапы до самого начала гона. Бедуины смеются, когда им говорят о селекции. Они знают точно, салюки не выводил человек. Это дар небес, благородная собака, которая родилась прямо из горячего пустынного ветра. Эти 4 собаки — вершина эволюции, совершенные охотники, но в современном городе их жизнь превращается в мучение. Городской житель видит изящную тазы или салюки в соцсетях.
покупает щенка ради эстетики и модных фото, а когда сталкиваются с суровой реальностью, просто бросают. Город губит аборигенную борзую. Ей мало прогулок у подъезда, ей нужен бег на пределе пульса, выброс адреналина. Без многокилометровых скачек суставы разрушаются, сердце слабеет, а психика ломается. Собака начинает сутками выть и крушить стены. Аборигенная борзая — это не диванная игрушка и не аксессуар. Запереть живую стрелу в 4 стенах — это медленная гибель. Мир стал пластиковым и слишком предсказуемым. Живую охоту вытеснили квадроциклы, тепловизоры и дальнобойная оптика. В этой реальности аборигенной борзой почти не осталось места. Они — дышащий артефакт эпохи, где выживание зависело исключительно от сухих мышц, объема легких и зоркости глаз. Возможно, мы наблюдаем закат этих пород. Их идеальная анатомия просто не вписывается в бетонные соты мегаполисов. Но генетическую память не стереть. И неважно, какой пейзаж вокруг — раскаленные пески Аравии и Египта, суровые ущелья Афганистана, скалистые плато Ирана или пронзающее небо, заснеженные хребты Тянь-Шаня. Каждый раз, когда тазы или салюки переходят на галоп, растягиваясь над землей в фазе полета, мы видим первобытную мощь в ее самом элегантном проявлении. Это не просто бег. Это бросок живого копья, отточенного тысячелетиями жесткого, безжалостного отбора. Борзые отказываются быть удобными декорациями, и в этом их главное величие. Если наши прошлые герои, аборигенные волкодавы Азии, это непробиваемый щит Востока, то борзые — его идеальное разящее оружие. Если вы пропустили выпуск о собаках-щитах, ссылка уже ждет вас в описании. Пишите в комментариях, какая из этих 4 пород зацепила вас сильнее всего, и оправдано ли вообще содержание рабочей борзой в городе. Подписывайтесь на канал. Ваша честная поддержка — это главный фундамент нашего проекта. До встречи в новых видео.